Добро пожаловать на бивак, здесь рады всем. С вами завхоз Лена, и сегодня мы приготовим салат «Гнездо из кортницы». Это наш авторский рецепт и ответ моде на дубайский шоколад, так как в прошлом году всей страной мы научились готовить это тесто катаифи, и нужно же что-то из него еще готовить, кроме дубайского шоколада. Тесто можно приобрести готовым, либо приготовить самостоятельно. В одном из прошлых шортс мы подготовили шпаргалку по его приготовлению. Так как это не десерт, а салат, здесь нужно немножко иначе подготовить тесто. Растапливаем сливочное масло, несладкую фисташковую пасту и приправы. И уже в этой смеси обжариваем до золотистой корочки наше тесто. И все готово. Нам потребуется 1-2 корня дайкона, которые нужно будет подготовить за минут 15 до приготовления салата. Очистить и с помощью овощерезки нарезать его слайсами. Также можно нарезать мелкой соломкой. Затем сбрызгиваем его соком свежевыжатого лимона, либо можно взять готовый, как у нас в бутылке, и отставляем буквально на 15 минут, чтобы он слегка промариновался. Также нам потребуется 1 средний огурец, желток от яйца, сваренного в смятку, белковая составляющая, орешки и соус. Так как у салата есть текстурная хрустящая составляющая, как правило, его нужно собирать непосредственно перед подачей. Но также можно объединить все ингредиенты и добавлять тесто катаифи для хруста непосредственно уже просто в тарелку. На сервировочной тарелке из теста катаифи формируем гнездо. Далее берем дайкон и продолжаем формировать гнездо. В целом дайкон можно заменить редиской или даже репой. Очень часто в рецептах, в описаниях я встречаю такую вещь о том, что дайкон нужно вымачивать в воде. Но я вам могу сказать так, что это относится только к летнему грядочному дайкону. Зимний дайкон, который гидропонный из теплицы, вымачивать вообще не нужно. Он полностью потеряет свой вкус. Да и тот дайкон, что полежал на хранении в овощехранилище, тоже со временем немного теряет свои горькие и яркие свойства во вкусе. Следующим после дайкона идет огурец. Мы его также наслайсировали овощечисткой, но если вы, например, нарезали дайкон соломкой, его также можно порезать соломкой. И у огурцов бывают свои приколюхи зимой, и они могут горчить, поэтому если горчат, то нужно просто очистить кожицу. Для заправки, так как это салат из кортницы, используем греческий йогурт или сметану. Добавляем 1-2 ложечки горчицы и лимонный сок. И все это очень тщательно перемешиваем. Можно, конечно, проэмульгировать блендером, но и лопата, как видите, с этим отлично справляется. Не нужно морать лишнюю посуду. Далее щедро поливаем заправкой наше гнездо. Когда мы придумывали наш рецепт, мы думали о заправке что-то типа на масляной основе. Но кроме юмора о том, что это гнездо из кортницы, мы посчитали, что дайкон именно классно сочетается с молочными продуктами. Но вы можете, конечно же, попробовать найти свою уникальную версию с какой-то масляно-лимонной заправкой. И уже приближаемся к завершению рецепта. Далее идет белковая составляющая. В этом году я так как-то вспомнила о том, что есть всеми забытый такой продукт, как консервированный криль. Из-за этого обилия продуктов в супермаркетах мы, мне кажется, просто практически забыли про эту классную штуку, которая хранится годами, и так можно из умной кладовой ее достать и просто приготовить салат, который хочешь. Не нужно тебе ничего размораживать, ничего варить, и так далее. В этом рецепте криль прекрасно заменяется креветками, жареными, вареными, размороженными, тунцом консервированным, тунцом свежим и даже красной рыбой. Можно даже, кстати, сделать версию с говядиной или ветчиной, но это будет уже гнездо из кортника. Чтобы сбалансировать по жирам данный салат, мы берем желток яйца, который сварен не до конца, из яйца в мешочек. Или можно сварить еще яйцо пашот, с ним, кстати, даже, наверное, будет эффектнее. Но яйцо в мешочек всегда быстрее, поэтому вместо 8-10 минут варим 5-6. Да и всегда в целом можно найти какое-то блюдо, в которое можно добавить оставшийся белок. Ну все, перестаем наводить украшательства и переходим к предпоследнему этапу перед самым важным. Добавляем орехи. Мы использовали кедровые орехи, потому что они будут лучше всего, но также их можно заменить на миндаль, либо на кешью. Тоже будет отлично сочетаться в данном салате. И так как название достаточно хайповое, как нам еще привлекает внимание к нашим авторским рецептам, было много идей и украсить съедобным золотом, и еще чем-то таким, чем-то необычным. Но опасаясь, что фото или видеокамера не передаст всего богатства золота, мы решили предпринять самое отчаянное просто решение. Так как мы выращиваем еще микрозелень, но в тот момент она была совсем не выросшей и не готовой, наверное, к употреблению, мы взяли буквально 3 микроросточка и расположили их
Не сказать, что их видно лучше, чем золото, но знаете, что у каждого есть свои недостатки. А так вполне себе практически самая наивысочайшая кухня получилась. Но на самом деле салат, кроме того, что он вкусный и легкий, еще ко всему прочему, он из очень доступных ингредиентов зимой. Не нужно ждать сезона, здесь нет каких-то овощей, которые невкусные, например, не сезон, или их сложно достать. Прекрасное сочетание сливочности, кислоты, морепродуктов и вот этих вот корений, огурца и, конечно же, текстура хрустящего теста катаифи с оттенками фисташки. А кедровые орехи и другие бусты, они просто сглаживают картину и добавляют такого, знаете, вот этого вот дубайского шика. В марте выходит еще один рецепт с тестом катаифи, и мы запускаем конкурс в Телеграме для тех, кто отгадает, что это за блюдо. Поэтому рекомендую подписаться, чтобы не пропустить. И, кстати, мы есть во всех социальных сетях, и везде у нас немножко разные принципы ведения, так что приглашаем вас еще туда. А пока ставьте лайки и оставайтесь с нами на Биваке.